Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. В чем же она вас обвиняет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А кто хочет записаться ко мне на личный расклад, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. А пока я раскладываю, вы можете, ребят, написать в комментариях, вот какую женщину вам бы хотелось встретить. Пишите, как всегда, не забывайте. Так, снова вы у нас выпадаете таким мужчиной, который, палец в рот не клади. Вы всегда можете постоять за себя, вы можете решить, в общем-то, любую проблему. И это не важно. В доме что-то испортилось, поломалось, либо же на работе какие-то проблемы. Вот вы как-то находите постоянно выходы. Если даже сам не справитесь, там не отремонтируете, допустим, вы всегда найдете там других мастеров. Вы такой человек, который с легкостью, да, одним звонком можете порешать разные проблемы. Другое дело, что не всегда у вас есть такая мотивация. Вы человек, который очень ценит внимание и отдачу. Особенно это касается женщин. Вот если женщина, которая будет с вами, да, потому что сейчас у вас женщины рядом нет. Та, которая была, она находится не с вами, она осталась далеко. Когда женщина ценит то, что вы для нее делаете, вы реально будете готовы свернуть горы. Напишите в комментариях, свернете вы горы ради женщины, которая вас ценит. Вот именно этот пункт, я так остановилась, для вас очень важно. Вы человек, который ради женщин, реально вы будете готовы все просто отдать. Вот все. С любимой женщиной вы становитесь мягким, вы становитесь другим, вы становитесь податливым. Если на работе вы можете быть грозным, сердитым, да, и неважно, начальник вы, подчиненный, кто угодно. Вот на работе вы можете там и крепкое словцо приложить, да, на работе вы можете где-то командовать, манипулировать, все что угодно делать. Но вот дома... Вот когда у вас была, у кого-то, может быть, и сейчас еще есть отношения, да, потому что, опять же, у кого как срезонирует, вы становитесь абсолютно другим человеком. Но я не скажу прям ручным, потому что характер у вас, конечно же, присутствует, и такой довольно жесткий характер. Но под влиянием женщин вы меняетесь. Вот меняетесь, и женщины видят, что из вас можно вить веревки. Потому что любовь вас настолько окрыляет, настолько вы другой. Я не говорю, что я подкаблучник. Мужчины не любят это слово, да, и мне оно не очень нравится. Но, тем не менее, реально из вас, из такого сильного, грозного, можно вить веревки. Но только когда вы любите. Далее. Вы довольно неплохо стоите на ногах. Работа, в общем-то, у вас есть, но хотелось бы, конечно, всегда лучшего. Вот могут проиграться моменты, когда вам хочется либо же еще какую-то подработку взять, да, вот хочется еще больше заработать, потому что кто-то из вас детям помогает, кто-то родителям, может быть, у кого есть еще родители, кто-то, может быть, хочет дом построить, то есть есть такая задумка, да, мечта, что ли. Еще, может быть, или дело свое открыть, либо подработку взять. То есть, несмотря на то, что у вас деньги есть, вам этого все мало. Хочется как-то двигаться, хочется расти в работе, хочется расти в карьере. Вы бы абсолютно не отказались, если бы вас повысили в должности. Это естественно. Так, далее. Вы работы абсолютно не боитесь, поэтому... брать какую-то еще подработку, либо же вторую работу для вас абсолютно не страшно и не больно. Как всегда, вы у нас выпадаете императором, да, человеком, который
любит порядок, любит стабильность, контроль. Вы настолько любите порядок и стабильность, что ну, этого реально у вас не отнять. Вас даже, я бы сказала, бесят люди, которые не пунктуальные, которые необязательные, которые не держат слова. Особенно это касается мужчин. Но не зря есть выражение «мужик сказал, мужик сделал», правда ведь? Ну, то есть это даже как-то не по-мужски будет, если ты обещаешь и ты не выполняешь. Ну, я считаю, это касается вообще всех людей, да, вот если ты о чем-то договорился, но ты по каким-то моментам, да, вот форс-мажор какой-то, ты понимаешь, что, допустим, ты не успеваешь на встречу, но будь человеком, позвони, напиши хотя бы смс-ку, что так и так, извини, я опаздываю, да, я там задерживаюсь. То есть это нормальное человеческое общение. Поэтому вот этот пунктик у вас это такой большой ваш плюс. Я сама терпеть не могу, когда люди не пунктуальные. Вот даже, знаете, скажу вам, когда вот с клиентами договариваешься какое-то время, и ты ждешь, да, ты знаешь, что у тебя еще будут клиенты, а человек ни ответа, ни привета, и ты сидишь, ждешь, и ты уже не знаешь, что делать. Либо другого брать, а вдруг этот появится. Ну, то есть, поэтому, ребят, я еще раз говорю, кто ко мне записывается на расклады, пожалуйста, на оговоренное время четко мы с вами связываемся, потому что я очень не люблю беспорядка. Далее, что касается женщин. Но женщина, которая осталась у вас позади, да, мы сильно не будем ее трогать, не будем трепать вам нервы, потому что я понимаю, что ну, это не очень приятно, это ваша история, это ваша боль, это ваша большая рана, которую некоторые хотели бы забыть, да. Ну просто вот... К слову скажу, да, вот вы периодически пишете, что вот там зачем так часто о бывшей говорить. Ну, так или иначе, вот если вы посмотрите у многих тарологов, да, каким-то образом все равно мы касаемся бывшей, потому что это ваша история, это ваша жизнь, да, все равно здесь как-то переплетается, это событие вашей жизни. Это не для того, чтобы вам там душу бередить, чтобы вы пострадали лишний раз. Нет, ни в коем случае. Мы просто касаемся, вот, да, это ваша страница, что у вас была женщина, да, женщина, которая была вашей вселенной, вашим космосом, если хотите. Но она этого не оценила, то, что вы для нее делали, да. Мы не будем копаться. Здесь понятно, что измены, предательства, да, вот эти все моменты мы сегодня вот мы упустим. Вот как-то не хочется мне сегодня даже говорить о ней. Но то, что вот вам нравятся женщины ухоженные, женщины, которые аккуратные, следят за собой, чистоплотные, это однозначно. Потому что для вас даже неприемлемо, да, когда от женщины, ну, скажем так, невкусно пахнет, да, когда женщина скунс, но это как-то не очень привлекательно, эта женщина, ну, не влечет, ну, никак, тем более не вызывает страсти. Я вот, знаете, иногда так смотрю, даже в том же вот автобусе едешь, и так просто смотрю на обычных вот пассажиров, да, вот обращаю внимание и смотрю, ну, настолько много у нас вот неухоженных людей, к сожалению, что женщины, что мужчины. Ну, вот как-то так сложилось, бывает, смотришь, вот даже женщин возьмем, да, ну, неухоженная, ну, я про маникюр вообще молчу, какая-то вот грязь под ногтями. Я не знаю, там корни волос отросли, ну, элементарно можно хотя бы покраситься, да, ну, ты же видишь, ты же женщина. Про макияж я вообще молчу, у нас вообще мало кто красится, и многие даже как-то неумело красятся. Наверное, в ясельной группе девчонки лучше накрасились бы, чем некоторые взрослые женщины. Поэтому вот такая вот печалька. Таких женщин вы точно не любите и никогда не будете рассматривать как свою будущую жену, ну либо же подругу. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же сегодня женщина к нам пришла на расклады, в чем же она вас обвиняет. С этой женщиной вы были вместе. С этой женщиной может проиграться, у кого-то из вас есть ребенок, ну, может быть, даже не один. Какой-то период, знаете, вот я думаю, это, скорее всего, та, с которой вы не хотели бы общаться.
Хотя среди вас есть такие товарищи, которые какой-то период, возможно, даже ждали воссоединения, ждали от нее шага. Вот вы ждали какую-то весточку, а может быть она одумается, а может быть она извинится, а может быть она все вернет. Ну, в таком плане. Но вы этого не дождались. Она не извинилась, она не пришла, она не мирилась, ничего не делала и не собирается. Но в то же время я вам скажу, вот расставание с этой женщиной, ну, оно как бы это сказать так, чтобы было вам понятно. Ну, такой вот парадокс получается, что вот это расставание, оно вам в плюс. Если бы не это расставание, у вас бы была вообще печалька и трэш в жизни. Вот именно эта женщина открыла вам, ну так сказать, свет в конце тоннеля, потому что с ней тоннель бы не кончался. Он бы закончился очень печально. У кого-то, может быть, психушкой бы закончился, у кого-то ритуальными услугами бы закончилось, у кого-то еще чем-то, я не знаю, там нервным срывом, да. То есть она бы вас угробила по полной. Вот говорю правду, говорю так, как есть. Поэтому то, что вы разошлись с этой женщиной, ну, перекреститесь и скажите спасибо, потому что дама очень непростая. Дама, которая умеет играть людьми, она играет и не задумывается о том, что люди чувствуют. Плохо им, хорошо. Она абсолютно этим не заморачивается. Это женщина, которая получит сполна. Ух ты, какие карты у нее красивые выпадают. Ну это вообще, да? Ирония судьбы. Смотрите, в чем же она вас обвиняет? Давайте будем разбираться. То есть здесь получается такая интересная ситуация, что она сама косячила, она сама делала вам больно, да, обманывала, предавала и так далее. Не будем ворошить. Но в то же время она винит вас. Смотрите, у кого-то может проиграться, что она винит, что это вы ей чего-то вот не додавали. И потому она вот пошла налево, направо и так далее. У кого-то это мало уделяли ей времени, у кого-то мало, что вы мало давали ей денег, у кого-то, что тот же интим был, либо же редкий, либо некачественный. Ну, то есть, понимаете, у каждого это будет своя история, потому что общий расклад. У нее есть претензии в этом плане, да? Далее, еще в чем она вас винит. Она не рассчитывала, что вот так все закончится. Она думала, что она, ну, там, побегает, попрыгает направо-налево, да, душу отведет, поиграется. Вы либо же не узнаете об этом, либо закроете глаза, простите и так далее. Этого не случилось. Еще одно обвинение, что вы ничего не сделали, чтобы понять, простить, чтобы вернуть ее, понимаете как? Ну, то есть у женщины здесь, ну, барзометр просто зашкаливает, что, ну, это додуматься, да, это совесть только иметь. То есть она будет ходить, гулять направо-налево, прыгать по жезлам, а вы должны еще ее понять, простить и сказать: иди, дорогая, я тебе ужин приготовил, пока ты там на БД была, да? Ну, как-то это вообще у меня в голове даже не укладывается. То есть она вас обвиняет, что фактически получается, что это как бы вы разрушили семью. Вы понимаете весь трэш этой ситуации? Это даже у меня какую-то, ну, я не знаю, это уже у меня нервная улыбка просто. Ну, как так? Ты накосячила, ты сделала, ты учудила, сотворила, да? Но виноваты вы. Почему вы ее не вернули? Почему вы не помирились? Да, вот она даже удивляется, а почему вы не помирились ради детей? Да, вот как вы могли уйти, разрушить семью, ее бросить? А дети? Вот как же дети, да? Ну, то есть, женщина, которая вообще не задумывается о последствиях, это то, что я говорила. Она играет жизнями других людей, но она не задумывается о последствиях, о том, что люди чувствуют. Она не задумывается о том, что она сделала вам больно. Вам, человеку, который ее безумно любил, который звезду с неба был готов достать. И она считает, что вы должны были еще там чуть ли не на четвереньках ползать, чтобы ее простить, да, вернее, возвращать, да, ее.
Вернись, я все прощу в таком плане. Но это писец, ну честно, ну, ребят, ну, писец, зверек такой есть, знаете. У меня других слов нет, потому что как бы не хочется в эфире такие слова употреблять. Ну, писец это зверек, его можно употребить. Здесь, знаете, здесь такая трэшевая ситуация, что реально здесь в плюс, что вы потеряли такую женщину. Я понимаю, что вы ее любили. Я понимаю, что вам больно. Но когда человек борзеет до такой степени, что она вытворяет все, что хочет, а потом еще она будет вас обвинять, что вы такой сякой, вы и то, и то, и то ей не сделали, да? Хотя еще, вот смотрите, даже может вот проиграться ситуация у кого-то из вас, что вы ради нее впахивали, да, днем и ночью. Понятно, что кто-то мало уделял внимания, чтобы для нее же заработать деньги. Кто-то, может быть, даже меньше интима давал, потому что вы, может быть, приходили, падали без задних ног, да, чтобы для нее же заработать. Она в это даже вот, ну, как-то не вникала никогда. Вот должен, должен, должен. Если так разобраться, то в жизни никто ничему не должен. Ну, если так, по большому счету. Человек все делает от души, да? Когда мы любим, мы делаем все от души, а не потому, что я должен. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому вопросу. Вот должны мы что-то или нет. Вот мы, когда любим, мы реально, мы хотим, мы готовы все сделать для человека, правда ведь? А когда тебе говорят, ты должен, то наоборот ничего не хочется. Напишите, согласны вы со мной или нет. Поэтому эта женщина, ну, глубоко оборзевшая. Вот уж простите меня, никого не хочу обидеть, но других слов, и это самое мягкое, наверное, слово, которое я так подобрала. Женщина, которая не заслуживает вашего внимания, никакой вашей скупой мужской слезинки тем более не заслуживает. Это женщина, которая получит свой бумеранг. Я думаю, вы видите прекрасно, да, вот такая красивая карта у нас нарисована, я даже озвучивать ее не буду, она говорит сама за себя. У нее будут крутые перемены в жизни, но перемены в худшую сторону, которые она абсолютно заслужила. У кого-то может проиграться, что у нее будет, ну, либо, я не говорю, что это прям тюрьма будет, но скорее это может быть либо психушка, либо же какое-то, у кого-то может быть, это уже будет на старости, дом престарелых, да, когда никому не нужна, у кого-то больница, опять же, у кого как проиграется. Но то, что у нее трындец будет в жизни, это я вам гарантирую. Обраточка за вас прилетит. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!